Привет всем, кого не видели, не видел. Полетели продолжать. До финала осталось недолго. Продолжим. Стойте! Что это была за грёбаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как выползло из кошмарного сна, видели? Страшный жуткий рот, мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже. Но нам удалось свалить оттуда. О да. Слава богу, мы целы. Снова курс заменен. Анжела была рада, что все благополучно добрались до берега. Ты какого берега? Мы по лесу бегали. Ладно. Мы в безопасности. Эта тварь, чем бы она ни была, все еще где-то здесь. Может, дышит нам в затылок? Так, очкарик у нас отвечает. Озабоченность, эти цепи выглядели знакомо. Заверение, мы его не подпустим. Заверение давай. Если это чудовище вернется, мы сделаем все, чтобы не пустить его к вам. Кто-то видел, Это что понравилось случилось с Анжеле. Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко. Пойдемте уже. А у нас вот там найдите выход с кладбища. У нас вот где-то тут стояло, по-моему. А, вот здесь стоял двойник второго персонажа. Не помню кого. Этот персонаж этот, связан с копьями, по-моему, что-то. Под сим камнем покоится Айзек Уоррелл, 43 года, умер 21 октября 702. Ладно. Вот туда можно идти, либо сюда. По-моему, тут больше на тупик похоже. Давай здесь осмотримся. Под сим камнем покоится Томас Вайман, вице-губернатор и судья. Умер 30-го, 701. И его жена Мэри Вайман, почившая. Так подожди, у нас в прошлом вот этот очкарик и его жена с цепями, это губернатор и его жена? А, вице-губернатор и судья. Так, что нашел? Блин, надо... Хотел туда еще пройти. Ну ладно, но уже не пустят назад. Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел с Тейлор думают так же. Прячьтесь, живо! Почему они так все боятся этот велосипед, я не понимаю. Курс заменен. Винс уехал прочь от группы после того, как появился из тумана возле кладбища. Первое. Эндрю увидел, как Винс проехал мимо крытого моста.
Они недавно с этим мужиком в баре общались какое-то время, я не знаю, ну они там минут 20 стояли, а тут они что-то его боятся. Особенно велосипед его почему-то так показывается с таким звуком, как будто сейчас, я не знаю, он взорвется просто. Это странно. О, теперь не так сильно скрипит хотя бы. Спасибо, Мне мужик. кажется, лучше не лезть к нему. Помните, что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Девочку должны остановить. Речь шла о судах над ведьмами, так? Мгм. Ладно, идемте. Причем профессор должен гораздо больше о судах над ведьмами знать, чем Я его зайду и студенты. осмотрюсь. Ну, кстати, да, вот нас опять снова разделили. Лес, Тейлор. Как ты? Держишься? Отлично. Ты как? Тревога, я волнуюсь. Ну давай сарказм, наверное. Держусь ли я? Ха, ну, как тебе сказать? Радиоактивный мутант пытался сожрать наших одногруппников. Наш лидер-профессор превратился в бойскаута. Мы застряли в жутком городишке с каким-то всратым туманом. И при этом кругом какие-то уроды из прошлого несут полную херню про ведьм. То есть я отлично. А ты как? Если честно, я еще даже от аварии не отошел. Точно забыла. Мы же еще в аварии были. Все круче и круче. Отношения обновлены, но Дэниелу, кстати, тот ответ подошел. Подожди. Что там? Думаю, Ну, ничего. туда нельзя. Я что-то слышала. Не дают особо осмотреться. Прям по коридору ведут и все. Так. Ведьмина тропа. Историческая тропа Литл Хоуп. Тропа ведьм. По-моему, то, что надо, да? Дорожка то, что надо в этой ситуации. Ну, они сами виноваты. Себя загоняют только в какую-то дичь. Потом жалуются. Опять карта. Я тут уже нагулялась. Бар, кстати, не отмечается на этой карте. Он вот там в углу находится. Но мы еще даже полгорода не прошли. Наверное, если не ошибаюсь, в конце они просто его пробегут, сломя голову. Иди посмотри на это. Да, вроде нормальный хреновый мост. Эта тварь может быть еще здесь. В воде. Нет, мы от нее оторвались. Уверен. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Давай, наверное, практичность. Я пойду Ладно. вперед. Я пойду вперед, а ты за мной. Если мост не рухнет. Отлично. А как это повлияло? Это повлияло вообще на отношения? Тейлор положительно отозвалась о группе в разговоре с Дэниелом. А дальше она согласилась пересечь мост, чтобы найти остальных. Ну, нормально, вроде положительно пока что. Крутая игра, согласен, да. Найдите способ вернуться к остальным. Ну, нормальный мост, что они переживали. Они дольше стояли, разговаривали, на самом деле, спорили, кто пойдет первым. Что это было? Это по нашу душу бегает мужчина.
Ты тоже это видишь? Все это место — гигантский памятник смерти. Мгм. Могила ведьмы. Считается, что этот камень отмечает место погребения первого человека, казненного во время судов над ведьмами в Литл Хоуп. Нет, а чего они хотели найти-то, я не понимаю. Они идут по ведьминой тропе, значит, соответственно, для привлечения туристов в городе будут подобные достопримечательности практически везде, я не знаю. Памятники какие-то там, я не знаю, украшения, там еще что-то. Такое должно быть. Уходим отсюда. Уберите свои руки! Тише. Умоляю. Мэри? Мэри! Так, бабку у нас казнили, вот в этих видениях бабку казнили, теперь будут вопрос решать вот с этим мужиком. Не знаю, кто он, вице-губернатор или судья, не суть, короче говоря. Тот, который якобы очкарик, профессор, вот сейчас за ним что-то будет происходить. Здесь! Мэри. Исток всего зла здесь. То есть та девочка — это зло? Я не понимаю. Моя дрожайшая Эмми провозгласила сие перед смертью, дабы покончить со злом. Должна остановить Мэри. Скептицизм. Вы же не верите, что она зло? Страх. Почему вы выглядите как Джон? Ну, блин, давай Да, скептицизм. от нее проблемы. Но вы думаете, она зло? Я нашла ее. Вот она. Девочка-то не зло на самом деле. Так, что у нас изменилось? Здесь. Джозеф объявил, что у Мэри были злые намерения. А, подожди, еще что-то. Джозеф объявил, что Мэри имела злые намерения, но Дэниел сомневался в этом. Короче, они все сомневаются, то, что девочка зло. Окей. Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоуп. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне. Не знаю, стоит ли сейчас вмешиваться в видение или просто как наблюдатель. Тут дело не в ведьмах вообще. Скоро все разъяснят. Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Их еще нет? Нет, пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Да что ты к нам привязалась? Кыш! Она хочет, чтобы мы шли за ней. Пойдете за ней? Она может заманить нас прямо в ловушку. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дэниела с Тейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Странно, почему в городе свет работает только в баре и для освещения дороги центральной. Почему где больше нигде нету. Я думаю, что если город заброшенный, то света не должно быть либо нигде, либо как бы везде, скажем так. Не отходите. Неизвестно, что там. Эй, подождите! Кыш!
Ох, ну и гадость. Ну да, потопчись подольше на этой решетке. Давно не падали. Вы тут? Джон, переулок, час 27. Это Анжела! Держу вас! Утащите бабку. Здесь было одно из видений. По-моему, здесь. То, что бабка падает и бьется головой, по-моему. И все. Ее утаскивают. Вроде здесь было это видение. Анжела! Где вы? Мы не можем бросить ее там, надо найти ее! Анжела! Ты там внизу? Эта тварь может быть там. Либо указание. Помогите спуститься. Давай, помочь спуститься. Помогите спуститься. Помогаем, помогаем. Эндрю это понравилось. Анжела! Вы еще внизу? А рыжий? Рыжий почему за мной не пошел? Как вы там? Ничего. Почему рыжий за мной не пошел? Угу, очки. Причем так аккуратно сложено. Карман давай. И вы вернитесь к Эндрю. Вот, еще можно раз осмотреть. Я не знаю, от этого монстра вообще, в принципе, нет смысла убегать. Можно бегать прям вокруг него, и он тебя никогда не догонит. Ну и зачем я туда спускался, я не понимаю. Нашел только это. И все. Какие-то лишние телодвижения. До конца не пошел. Очки нашел, развернулся, ушел обратно. Очень странно. Эй! И курс постоянно меняется. Такое ощущение, что просто тут развилка на развилке, но на самом деле же вроде нет. Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Ноги тресни по ней. Там еще стекол полно. Вон стекло рядом, а они дверь толкают. Ладно. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. Блин, ну какую судьбу Анжелы? Бабка еще как бы не потеряна до конца. Она просто ускакала в канализацию и все. Может, она связана с... Трупа бабки не видели, Должно так быть. что они не знают, что с Но ее пока судьбой. непонятно, как именно. Так, судьбы над ведьмами в Новой Англии. Читать он ее не стал. Хорошо, как хочешь. Здесь закрыто.
Ордер на конфискацию. Неразборчиво. Сей ордер выдан Советом городского управления 7-го дня месяца января в году 1692. Властью неразборчиво тебе велено, неразборчиво 2 запашки земли, неразборчиво до западной реки и зеленого холма. Все жилища на сей земле надлежит освободить. Весь домашний скот и неразборчиво будут изъяты, неразборчиво по старому договору, тем будут уплачены все затраты неразборчиво на Англии на сумму 20 фунтов, 7 шиллингов и 6 пенсов, и завершатся все неразборчиво между семействами неразборчиво. Дозволено обжаловать сей ордер, но велено предстать перед Советом городского управления неразборчиво 7 дней. В общем, понятно. Ордер на изымание имущества за какое-то там происшествие. Ну-ка, рыжий, что нашел? А, нет. А? Рыба сушится. Тут музей какой-то, блин, казней. Зачем оно? Жутковато. Согласен. Я чуть не обделался. Я думаю, очкарик чуть не обделался больше, чем рыжий. О. Вот эту бабку цепями связали. Но тут особо тут ее не осмотришь. В Так, этом был на один смысл секрет. суда. Люди, которые сговорились с дьяволом. Да. И девочка Мэри всех заложила. Похоже, ее мы и видели. Мгм. Я, Мэри Милтон, признаю истинность увиденной мною греховности. Перед днем субботним госпожа Эми подле ясеня толковала с черным Самуэлем, духом в облике собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды повернулась и изъявила согласие служить духу и приводить ему деревенских детей. Затем она смастерила куколку и наложила на нее заклятие, дабы проклянуть тех, кто супротив нее выступит. Сии и прочие темные деяния видели очи мои. Саймон Карвер. В общем, сдали. Сдали с потрохами просто. Погоди. Это вот та самая куколка. Данная кукла, предположительно, изначально принадлежала ребенку в конце 17 века. Посмотрите на это. Или 16. 17, по-моему. Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может, она привела нас? Хотела это показать? Только в найденной кукле там была булавка. Прям всю куклу пронизывала. Любопытство. Давайте рассмотрим ее. Либо осторожность оставьте. Блин, не знаю, давай любопытство. Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Да, надеюсь, это особо не повлияет. Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Положу на место, допустим. Пожалуй, вы правы. Ух. Я что-то слишком увлекся. Пусть стоит, но это не должно как-то повлиять. Особенности обновлены. Любопытство вверх. На отношения это никак не повлияло. Окей. Что тут все заклеено-то, я не понимаю. Это могли бы просто снять. Зачем наклейки лепить? Изображение зала суда, ну и чё? Это вот когда девчонка в обморок упала. Я тут присутствовал уже. Так. А тут окошко, что ли?
А зачем окошко заклеивать, как и картины? Странно. Все, за стойку не зайти. Дверь эту можно открыть. Но и в принципе все. А где Рыжик у нас? Куда он пошел? Это та же сцена, А. которую мы видели в полицейском участке. Этот суд просто нечто. Только о нем и думаю. Это доказывает, что те события и вправду произошли. Кошка это можно было осмотреть, но тут вообще ничего не происходит. Ладно, давай. Все, дверь только и все осталось. И она открыта. Здесь мы можем выйти. Куда делась девочка? Причем они спокойно выходят, все в порядке. А мне что-то помнится, что они прямо отсюда выбегали. Или откуда-то с другого места. Сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом. Так а что готово? Ну посмотрели они куклу в этом музее. Ничего же не изменилось. От слова совсем. Смысл призраку, даже если она призрак, смысл и призраку тащить вас сюда, чтобы куклу показать. Она эту куклу уже старую показывала вам еще на дороге. Нелогичные выводы они делают. Почти разрядился. Все равно сигнала нет. Найдите дорогу к остальным, держитесь вместе. Блин, что это было? Не знаю. Бабка. Народ! Профессор! То бабка орет. Это вы там? Может, пойдем отсюда? Бабка в канализации, как оно сидит. Может, тоже заблудились? Думаешь, они ищут нас? Наверное. Анджело уж точно не бросится меня искать. 100 пудов. Она, конечно, не подарок, но не настолько. Да я бы сказал, что они тут все не подарок. Я ее давно знаю. Дольше, чем всех вас. Жизнь у Анджелы не сахар. Но сердце у нее доброе. Может, ты... По идее, вот по сюжету самый адекватный персонаж это Рыжий. Хоть и мерзкий, но он самый адекватный. Остальные все какие-то странные. Ну вот это за счет Джон вроде ничего. Это он истеричка бешеная, бабка вредная, просто очкарик, профессор Ссыкло. В общем, все какие-то они такие. Скользкие все. По домам он по чужим шарится. Так, спорим, никого нет дома. Это они... Мы такие, пойдем искать телефон, будем искать поддержку, там, помощь и все такое. Телефон, рацию, что-нибудь. Да, конечно, пойдем. Пойдем обыщем все дома в округе. Они просто куда не идут по каким-то тропинкам, находят какой-то дом, полезли сразу же в него. А вдруг мы найдем телефон. Из меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как ты смог найти вход в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Нет. Я им в прошлой жизни был. Найдите способ проникнуть в здание. Да что тут взламывать-то, я не знаю. Заброшенный дом, окошек полно. Вот эти вот ставни, по-моему, просто их вверх надо поднять и пролезть туда, да и все. Какую-то трагедию делают они на ровном месте. Ну, лезь в окошко, я же нажал, ну. Эй, Дэниел, смотри. Нашла вход? Посмотри. Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Хорошо. Открыто. Я его подниму без проблем.
А чем, интересно, это окно отличается от того окна, которое возле главного двери? Ну, их можно было все подергать, и они все будут открыты. Покончим с этим скорей. Ладно, не ори. Что, пора штаны менять? Смешно. Залезай давай. О чем, опять в музее? Тогда, значит, очкарик с рыжим где-то рядом. Открыто. Да, это музей. Вон там гирлянды болтаются, я Они смотрю. прям как живые. Ну и жуть. Что там? Я там что-то видела. Подожди, если это один и тот же музей, ну тут же не может быть в таком маленьком городе два музея одинаковых. Ну, примерно одинаковых. Ну, смысл в городе два музея. Почему? Они сейчас подошли к основной двери, центральной. Она была закрыта. Или они ее даже не дергали. Ну ладно, не суть, она была закрыта. Когда очкарик с рыжим туда заходили, они дверь вроде оставляли открытой. А вторую-то точно открытой оставили. Почему эти сейчас через окошко полезли? Они, по сути, что те двое, что эти двое зашли в одно и то же помещение, только с разных сторон. И никто не видит открытых дверей вообще. Ты куда идешь? Ты уверена в этом? Нет. Давно скримеров не было. О, шевелится. Тень шевелится. Молю. Лишь Бог облегчит твою участь. Джозеф поведал суду, что Мэри владеет дьявольской игрушкой – куклой. Ныне мне ясно, Табита, что ты вручила невинному дитя эту мерзость. Следуй за мной. Мэри, скажи про куклу. Как ты смастерила ее? Ты ошибаешься, сестра. Кукла не была моей. Ты видишь, теперь мне нужна подмога. Прошу. Заговорить. Ну же, признай. Ребенок одержим. Это колдовство. Признай, что сделала дурацкую куклу. Будем придерживаться такого плана, потому что я раз уж в прошлый раз к девочке во время суда ломанулся, а не куда-то еще. Тогда и здесь попробуем так же. Трясти ее, дергать. Кукла не моя! Клянусь! Твой хозяин не поможет тебе. Отринь лживых идолов. Моли Господа нашего Всеблагого о прощении. Это тоже казнят. За то, что околдовала невинное чадо. Молю тебя, Мэри, скажи правду, пока не поздно. Пути назад не будет. Чьи женщины? Блин, у них так все просто. Что такое? Тут кто... Куклу некрасивую нашли, казним. Что-то там вид у тебя не очень, казним. Паника, я видела себя, враждебность, ты меня бросила. Давай паника. Я, блядь, себя увидела! И она меня тоже! Странно одета, странно говорит. Какого хера? Эй, прости. Я пытался за тобой гнаться, но... Просто не знаю, что произошло. Женщину ту, похожую на меня, уволокли как какую-то преступницу. Черт. Идем отсюда. Согласен. Зачем пошли тогда? А вот еще видение. Нож. Нож берем. Я нашла нож. А?
Но у меня видение было другое. Кто-то, по-моему, из какой-то коробки такой же нож доставал. Может, возьмем? М, Давай, наверное, оставлю его у себя вот Я так. его Вот. оставлю. Есть опыт по ножовщине? Да. Я смогу о себе позаботиться. Главное не пырять никого этим ножом. Даже если очень страшно. М. Мы же это все читали. Просто выходим, да, отсюда? Вот, тут я не был. Да, еще как раз одно видение плюс. Она откуда-то бежит, надо будет типа задержать дыхание, чтобы ее не схватили и не убили. Давай, камера, переключайся. О, вспомнила. Так, бабку я смотрел. Тут, в принципе, все. Кукла, кстати, исчезла. Иди-ка посмотри. Что смотреть? Куклы нет. Данная кукла предположительно принадлежала ребенку в конце 17 века. Жуть. Погоди, я поняла. Пропавшая кукла — это та, что была у девчонки. Думаешь? Бинго. Как странно. Это странно? Да тут все как из фильма ужасов. Не хочу тут быть и минуты лишней. Поддерживаю. Эта кукла принадлежала ребенку. Ну, просто если вдуматься в эту фразу, бред какой-то. Она орет то, что иди посмотри, тут разбита витрина. А что это такое? Да это кукла, которая принадлежала ребенку 17 века. Какой кошмар. Не понимаю, что у детей не должно быть кукол, что ли, в 17 веке. Ну Вот же, эта дверь идём. точно была закрыта. Когда Рыжий с профессором выходили на заднем фоне, ну, на заднем плане за Рыжим, эта дверь оставалась открытой. Либо тут какие-то сквозняки гуляют, я не знаю. Ну, по идее, в музее ничего полезного также мы и не нашли. Хоть второй раз даже по нему прошлись. Тут, скорее всего... Вот и вы. Теперь вы начали хоть что-то понимать. Та тварь, чем бы она ни была, продолжает преследовать Анжелу. Неустанно. Надеюсь, Анжела в порядке. Что-то у нас сторитейлер зачистил. В первой части он 3 раза вроде появлялся. Это уже 3-й. А будет еще. Наши друзья отыскали еще одно орудие смерти. Это хорошо. Нож. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? А ладно, давай, по традиции. Что ж, как бы так сказать, у всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам и часто рождены из сожалений. Это говорит подсказка о том, что за каждым из персонажей будет собственный монстр бегать. Эх. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника же будущее. Она лишь дитя. Так что поговорим позже.
Гляди, нам повезло. Я думаю, не зря эта фраза «она лишь дитя». Дорога. Остальные должны быть рядом. Надеюсь. А то нам сегодня ни хера не везет. Найдите сокурсников, держитесь рядом с Тейлор. Женщина, похожая на меня. Что такого страшного она сделала? Это хреновый знак. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Так, чик, чик, чистим. Молодая Здесь жила... писательница погибла в 1858-м. В этом городе кругом мрак и смерть. Да? До смерти хочу свалить. Мы ее монумент уже видели. У нее голова отвалилась. Здесь была многообещающая молодая писательница Тилли Джонсон, известная своим готическим романом «Путь несвободных». 1856. Тилли умерла при загадочных обстоятельствах. Ее тело было обнаружено дома в июне 58-го. Туризм в Литл Хоуп. В чем здесь туризм, непонятно. Здесь еще давай сходим, почитаем. Еще какая-то штучка. Видение. Надо же. Опять же, да, его могут проткнуть копьем. Как, в принципе, в прологе его прокололи. Точнее, он сам упал в прологе на колье, а тут его тоже монстр может проткнуть. Ну, плюс еще в конце мы можем вообще всех потерять. Сразу же. Один секрет. Война короля Вильгельма. Бойня в актовый день. 23 июня 1690 год. В актовый день 1690 года, когда пуритане праздновали получение ученой степени юношами города, на них напала франко-индейская армия. 8 мужчин были убиты, а некоторые женщины и детей увезли в рабство в Акадию. О судьбе рабов ничего не известно. Ну и список угнанных в рабство. Это вот список убитых. Если бы у меня была хорошая память на имена и фамилии, может быть, даже тут есть какая-то отсылка на действующих персонажей. Да. Право, лево, куда идти? Ну, тут, наверное, ни хрена нету. Да, просто поляна какая-то. Ну, там есть что почитать. Ну, там вообще тупик, кстати. А нет, вот тут развилка. Офис, что-то там туристов. Официальное уведомление о реализации залога принадлежит банку. Очень долгое время. Так а смысл сюда приезжать? Это реально город-призрак. Да, и в принципе все. Блин, ну если город это город-призрак, чего вы тогда, я не понимаю, ищите тут рабочий телефон? Их почему-то это... Нет, бабка еще не померла. Все живы. Откуда Если это они... голос? Если они всей толпой понимают, то, что это город-призрак, ну зачем они ищут рабочие какие-то вещи, типа телефона, рации и так Не далее? знаю. Вот здесь же проход был. Да, вот он. Эй, посмотри. Невозможно. Я знаю этот рисунок. Это мои старые качели. Здесь. Я не знаю, как-то мне до сих пор непонятно, как дети качаются в США в таких колесах. Ну, типа, ты же будешь скрюченным сидеть. Это привет сколиоз сразу же. Я не знаю, ну, жопу-то ребенок туда поместит, но он будет сгорбленным сидеть вот таким. Вот в таком положении. Это же неудобно. По-моему, русские качели гораздо практичнее в этом плане.
Эй, тише, не психуй, ладно? Да нет же, ты не понимаешь! Видишь звезды? А. Я их тут нарисовала вместе с отцом, когда мне было 10 лет. Уверена? Да, блин, уверена, это мои качели. Откуда они здесь? Я тебе верю, поддерживаем. Верю, Это но- его тёлка. Он должен ее Что поддерживать. это значит? Да, Тейлор это понравилось. В жопу это место! Эй, посмотри на меня! Мы справимся, слышишь? Вместе, слышишь? О. Коллега ползет. Я не виновата. Помоги мне, молю. Помоги мне, покуда не поздно. Молчи, женщина. Лишь Всевышний простит твой грех. Лишь о том надлежит его молить. Послушайте, Ну, как в прологе ее повесили, она на шарфе тупую просто повесилась, сама себя, точнее, повесила. Сейчас я тоже сдерну. нету греха. Кукла, вершащая мою судьбу, детская игрушка. Ничего более. Я Меня не клянусь. обмануть. Я узрел зло в тебе. Мой долг очистить город от твоей хвори. Другого пути нет. В петлю ее. Она уже в петле, в смысле? Надо было говорить, натяните канаты. Сестры нашей Табиты, кою дьявол сбил с пути истинного. И распорядись ей. Ну да, вот все как от чего все подохли в прологе, так же и это. Также они тут все с этими же смертями и помирают. Ну типа Питера Гриффина вот завалит стопудово. Так же и в прологе был. Да, причем вот конкретно на эти смерти ты никак не можешь повлиять. В принципе, вся развилка была только в начале вот этой истории, вот этой тетки, которая сейчас висит. То, что я могу, когда к ней пришли, ее забирать на казнь, было два только варианта. К девчонке подойти и сказать, типа, сознайся, что ты ведьма. Либо подойти вот к этой тетке. Но это все равно как бы ничего бы не изменило, я думаю. Полицейский сначала. Ну да, в принципе, тут они все так или иначе. Тут, по сути-то, наверное, на всю игру актеров 5-6. И все они постоянно, ну, как бы меняются. Да и в целом на весь сезон актеров не так уж и много. Они все так или иначе играют. Кто-то там в прологах участвует, кто-то наоборот, кто-то, кто был в прологе в одной игре, основное выполняет действия в следующей игре. Актеров у этих у черных картинок не так уж и много. Ну, это прикольно, да. Женщина только что. Это была я. Я следующая. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо. Хоть ты рядом. Предлагаю пойти в церковь. Другие, наверное, уже там. Ну да, наверное. Ну тут ни хрена мы не найдем. Ну-ка, подожди. Но они только что стояли, орали на это колесо, как бы, и ничего же, естественно, не изменилось. Это секретом, в принципе, и уже и не назвать. Все, нам тупо по прямой по дороге. Значит, все должны в церкви встретиться. Потом оттуда выбегать. Нас будто преследуют. Нас точно преследуют. Эй! Вали отсюда! Не приближайся, Левитация. ясно? Блять, что это такое? Это Амаяка Копян. Бежать. Пора валить, давай! Смысл прятаться? Слоумо такое дебильное.
Посмотрите медленно, как мы бежим. Кстати, если бы они взяли и перепрыгнули забор и за забором бы оббежали всю эту разбитую дорогу, я думаю, целее бы остались. Даже прыгать нигде не надо было бы. Она просто, ну, скажем так, это слоумо тут не к месту просто, ну, не в тему, типа. Они просто бегут и прыгают. Зачем это было переключение камеры с одного на другого, для чего? Там вот дальше будет, как бы, когда вот они драться будут друг с этими монстрами, вот тогда будет более уместное слоумо. Тут нет. Какое-то, ну, что такое. Оно тут неуместное просто. Можно было бы проще сделать. Вот типа они бегут, показать сначала пацана, как он прыг-прыг, и ловкий, короче говоря, умелый. Взял быстренько все препятствия и перепрыгнул. А потом уже за девчонку отыграть конкретно, потому что за девчонкой как раз ее призрак и гонится. Ну, призрак, ее собственный монстр, скажем так. Если, допустим, девчонка оступается где-то, тогда ты усложняешь задачу для игрока и начинаешь как бы наказывать его за, ну, не очень успешно отыгранные какие-то моменты. Так было бы более вернее, скажем так. Пацан, потому что в этой, ну, пацан вообще в этой сцене, в принципе, это даже, ну, он тут не нужен. Он тут должен быть для декорации, по идее. Шевелись, ну! Шевелись, ну и сама отстает, пока бежит. Бля, как она мерзко ногтями по асфальту скрежет. Слышали? Это, наверное, самое вот такое не очень в этой сцене. Тейлор, это вы там? Это вы там. Скорей к церкви, бегом! Вот, опять всех собрали в кучу. Блять, опять эти ногти по асфальту. Эй! О! Эй! Из этих тварей у нас на хвосте! Внутрь, живо! Ну же, скорей! Эй, бегите! Давай внутрь! Помочь? Эй, тварь прямо за вами! Сдурели? Вам что, жить надоело? Заходите. У рыжего ствол в заднем кармане, он стоит, просто смотрит. 0 эмоций, ничего не говорит. У мужику грозит опасность, он просто стоит, пялит на нее. Девчонка даже и то, блядь, подбежала, крикнула. Этому челу я бы просто хотя бы в колено выстрелил, потому что у него велосипед скрипучий. А как он мерзко скрипит. Не знаю. Я бы не смог с таким скрипом ездить. Я либо бы масло нашел, либо выкинул нахрен этот велосипед. Где Анджела? Не выбралась. Мы не могли помочь. Она выбралась, не надо. Я трупа ее не видел. Она еще в канализации ползает, там как черепашка-ниндзя. Если эта тварь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Блять. Найдите входы и выходы, все заблокируйте. Все заблокируйте. Вон сколько окошек здоровенных. Я уже Ты не была заколотишь. наконец. Вот зараза. Все окей, ничего. Я бы не дал ей забрать тебя. Дэниел, 2 часа ночи. Блин, а где же мы перья-то видели? Прологи вроде. Не думал я, что вновь узрю тебя.
Табита. Любопытство, давай. Что за хрень? Ты выглядишь как я. Кто ты? Я задаюсь тем же вопросом. Кто ты, воин? Что-то стряслось и изменило нас. И даже Мэри. Иной раз Мэри та добрая девочка, какую я всегда любил. Но подчас в ней Часка у него прикольная, как у Аллы Пугачевой. В лучшие годы. рождается столь жуткая злоба. Сомнения, от нее много проблем, напряжение. Надо остановить девчонку. Сомнения давай. Осторожно с ней. Она долбанутая. Злые уловки. Ты склоняешь меня к предательству пустыми посулами. Я не покину Мэри. Мэри! Слава Господу! Я слышал речи, но ты один. Ты вел беседы со злыми духами, что овладели Эми и Табитой? Здесь духов нет. Не знаю, правильно ли я отвечаю на вот эти вот события в воспоминаниях вот этих двойников, когда вот казнь ведьм. Правильно ли я отвечаю, не знаю. Влияет ли это как-то на развитие событий, тоже непонятно. Ну, ладно. Это люди стоят подле меня. Ты не видишь? Табита с ними. Здесь Мэри, и мы с тобой, Дэвид. Неужто вы не видите Табиту? Это, наверное, самая такая вот не очень мне понятная часть из антологии всей. Невозможно! Ежели подле тебя Табита, то это ее дух. А я верю, что он силился отвадить Хватит. духов, а не призвать. Табита понесла кару, и кару справедливую. Вижу, вина затуманила твой разум. Табиты нет, но зло от нее осталось в этом мире. Дэвид не навредит тебе. Даю слово. Я не опасен для Мэри. Я ни почем не причиню ей вред. Стой, подожди! Все отпустила? Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Священник, падре, как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Она была. Но она вроде пыталась защитить парня. Тут безопасно? Нашли другие входы? Так, извинения, я не проверил, неуверенность, не чувствую себя в безопасности. Давай, извинения, я не Извините, проверял. Не проверил. Джону это понравилось. Эта тварь все еще здесь. Смотрите там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. Угу. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. Да вряд ли это спасет двойников наших. За нами же должен кто-то гоняться. Хотя, может, это действительно влияет на концовку. Конкретно спасение двойников. Малая, ты тут? Когда девка появляется, она так всегда противно орет, по ушам бьет сильно. Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех. Спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя. Но позже ты уразумеешь и возрадуешься.
Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не тронут. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Аврааму. Он твой опекун. Однако с сим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Твой час настал. Нет! Узри же, кого ты молила пощадить. Он более не от мира сего. Лишь демоны да проклятые могут так противиться. Вот опять же, за этого пацана только было одно решение. Если оно вообще было. Вроде было. И что, типа, ну, правда, если ты играешь, как бы, проходишь историю в течение 5 часов, и прям одно решение твое, которое в видениях проходит, оно прям влияет на потеряешь ты персонажа или нет, сомневаюсь. Нет, так не должны сделать точно. Значит, получается, в видениях они все должны умереть, так или иначе. А как тогда спасать их? Ладно. Обычно же в таких играх всегда влияет, как ты отыграешь вот эти всякие QTE штучки, и потом какие-то серьезные выборы сделаешь. Не должны видения влиять на потерю персонажей. Он был здесь. Я держал его. Он был там. Я не спас его. Ты уже говорил, да. Мы понял. О, в клубе очевидцев собственной казни свежее пополнение. Давайте поприветствуем Дэниела. Неодобрение, как это циничный юмор. А подарки есть? Давай юморить. Есть подарки новичкам? Тейлору это понравилось. А не я? Футболка «Рано меня хоронить»? Мы сейчас зря теряем время. Зачем Мэри было показывать нам казнь своего брата? Задумчивость казалась, она не уверена. Неуверенность мы не видим всей картины. Давай неуверенность. Не сходится. Мы не видим всей картины. В смысле? Не знаю. Я еще в первый раз подумал, что встречал ее где-то. Я тоже. Я точно видел ее. Но вот где? Вон оно! Прилетело. То, что нас преследует! Карлс. Скорей! А куда у нее веревка крепится? Что нам делать? С тварью снаружи. Тихо. Слушайте, вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну, это святое место. По идее, оно не сможет войти. Правда? Что, прям как долбаный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Рыжий до сих пор молчит, что у нее пистолет Эта есть. тварь опять пришла за мной! Ей нужна я! Вы не понимаете, с чем мы имеем дело. Это какое-то нереальное дерьмо. Нам надо сваливать. Так? Энтузиазм надо валить. Неуверенность, если выйдем на крышку. Надо валить. Давай энтузиазма. Валим. Останемся тут, и оно нами пообедает. Главное всем держаться вместе. Помните, что стало с Анжелой. Ладно. Тогда выходим через черный ход. Я с вами. Блять, что это было? Еще один повод валить. Бежим!
Может, твари ушли? Чисто. Не отставать. Да, тишина даже не мешает никто. Прячьтесь! Живо! Блин, а если мне память не изменяет, то уже здесь как раз должен быть мужик с этим в кепке который. И как раз тут у нас идет расклад на события, если он угрожать начинает ему пистолетом. По-моему, это было как раз возле церкви. Ну ладно. Может, я ошибаюсь. Может, позже это будет. Противостоять. Прямо его палкой, ну, как Донателло. Хрясь. Это не мой монстр, так что можно над ним прикалываться. Бежим, Дэниел! А Чикарита уже с этот атаком вдарил. Быстрее всех. И все, и монстра нету. Он испарился. Где ты? Тейлор, ну же! Отзовитесь! Команда, да. Надо действовать быстро. Подождите. Надо успокоиться. Джону это не понравилось. Что, блядь, Тейлор в беде? Да и пошел он действительно в жопу. Данька куда-то исчез. Это ты? Ни хрена не вижу. Лево-право. Да хрен, пойди направо. Это ты? Я здесь. Тейлор! Нашлись. Как же я рад вас видеть. Вы живые. И даже объединились. Мы пока еще не спаслись. Блин, по-моему, правда, возле церкви у нас с этим... Не останавливайтесь. с мужиком-то, у которого велосипед скрипучий. По-моему, возле церкви мы должны с ним встретиться. И тут должен быть какой-то диалог. Он должен стучаться в эту церковь. Он открывает дверь этой церкви, достает пистолет. И этот мужику этому не понравилось. По-моему, такой расклад был. Почему ее вообще проигнорировали эту сцену? Стой. Он устал. Непонятно. Хрена с два. Это на нас охотятся. Не на вас. Надо идти. Все в опасности. Не только вы. Ладно. Что будем делать? Я не знаю. Ну? Все молчат, Надо только немного смотрят. отдохнуть. Спать ложитесь. О, рыжий уже вообще засыпает. На камне пересидел. Ничего себе. Бля, они серьезно спать легли. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Так. Уже понятно, что помощь не придет. Мы сами по себе. Похоже на то. Нам надо остановить Мэри.
Это наш единственный шанс. Найти Мэри, остановить ее – это хороший план, окей. А вторая девочка, которая от нас убегает. Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Безнадежность. Мы ничего не можем. Озадаченность. Как ее остановить? Озадаченность. Остановить девчонку – наш шанс. Зачем Ну как? раскисать, правильно? Не уверен, что она реальна. И каков же план? Скажем, девочка, перестань нам жизнь портить? Попытаемся. Ради всех остальных и ради себя. Мы... Интересно, какую помощь они ждали? Они даже не вызывали никого. Ключ ко всему. Я уверен. Решительность. Надо остановить ее. Сострадание. Она просто ребенок. О, да, сострадание давай. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. Что там? Пс-пс. Но нет, тварь пришла меня прикончить. Бросьте вызов угрозе в тумане. Наконец-то он достал свой пистолет, придурок. Ладно, ладно. Но прицельтесь как следует. Да сейчас. Я, кстати, не могу вспомнить ни одну игру от этой группы разработчиков, чтобы где-то применялось оружие для пользы. В основном ты стреляешь с оружия только в самом начале, потренироваться, и все. Бабуля. А ну убери эту штуку от меня подальше. А не, в Квери там нужно было стрелять, точно. Это да. Я помню. В Until Dawn, по-моему, не надо стрелять ни в кого. Ладно. Анжела! Боже, я думал, больше вас не увижу. Я был уверен, что вы погибли. Мы думали, ты... Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. Анжеле понравилось, что вы ее не убили. Да уж, железная леди. Вся группа снова в сборе. Железно и Всех грязно. отыскали, молодцы. Ну, не совсем. Бля, мы долго Они будем нас нашли. хвалиться? Сейчас на первом месте ваша безопасность. Идем. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? А, я про них совсем забыл. Рад, что смог их вернуть. Я уж боялся, не удастся. Спасибо. Вот монстра очкарика еще не показывали, а так мы всех видели. Линза треснула. Может и вторую разбить, чтобы не видеть, что тут происходит? Или лицо кому-то разбить. Уверен, что это даст нам нужное преимущество, но идея хороша. Что это? Слышу. И явно где-то рядом. Идем скорее. Помогу спуститься. Бежим! Эй, бежим! Да подожди ты! Стойте! Эндрю, подождите!
Блин, постой! Ай, коленки разодрала. Ну вставай, что ты тупишь-то? Пасти, естественно. Шевелись, ну! Интересно, она бы так и лежала? Мы разве не оттуда пришли? Неважно. Надо двигать. Какая разница? Бегите. Видишь? Легко. Я поймаю. Давай. Как у Пуаро, а нахрена? Поймал. Эндрю, ты там? Дэниел! Чтобы их это как его напомаживать, да, и потом сидеть подкручивать вот так вот. Мерзко. Так. Ну тут все. Тут все на всех напали. Бля, они же только что вместе шли. Что-то я ни хера не понимаю. Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. И сраные мутанты еще рядом. Надо уходить. Мутанта заглючило. Он не может выдернуть копье свое из дерева. Ёбаный неудачник. О, Сторитейлор. А у него уже светает, кстати. Нахрен ему свечи. Сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? Да, в каком же это фильме было с Лесли Нильсоном? Он открывает этот... А, в фильме «Мафия», точно. Лесли Нильсон открывает коробку с сигарами, а у него одна сигара, она как хвост собачий крутится, такая шерстяная вся. Юмор, юмор тех годов. Что все и вся может оказаться... Ритейлор ебаный колдун. Три Мошенник, каждых, он шулер. 3 терзаемых создания. И ни одной погибшей души. Прекрасно справляетесь. Так держать. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит. Блин, а почему очкарика и монстра не показывают? Он же должен быть. Я, может... Надо Чё? остановить девчонку. Будьте начеку. Угу. Я, может, что-то пропускаю. На то, что никогда ее не увижу. Куда все Она скоро пошли-то? объявится. Почему мы расходимся в разные стороны? Там туман, туда нельзя. Бля, и рыжий туда Звучит пошел. как бред, но... Вдруг нам нужно спасти двойников от казни, чтобы спасти самим. Тварь напала на меня. Эта чика пошла с нами. А очкарик с бабкой в другую сторону пошли. Гляньте на это. Почему они разделились-то? Такой красивый. Разве нет? Какой-то странный. Бля, они так мерзко орут в ухо. Немыслимо. Глаза подводят меня. Прошу простить за поздний час. Нужно потолковать. Что тебя гложет? Мэри. А, мы не видим монстра очкарика, потому что вот этого мужика,
который сейчас дверь открыл. Его казнят же в последний момент, по-моему, вообще. На мне. Она в судах в страшной роли выступала. Сии суды всех тревожат. Здесь иное. Сестру казнили, а на ее устах была улыбка. Она упивалась. Ты уверен? Да. Но ныне она терзаема виной и стыдом. Не могу я не верить ей. Не подступай к ней, Авраам. Дитя сие приносит лишь беды. Поздно. Лишившись брата и сестры, Мэри нашла приют под моим кровом. Я боюсь, твое милосердие может тебя погубить. Дай мне совет. Я бы на месте Рыжего эту девицу мелкую вообще бы на порог не пускал. Ну, типа, она уже двоих людей убила. А чё, Рыжий, типа, не в курсе, то, что тут людей за нее казнят? Зачем он ее приютил к себе? Скажи суду, что она нас дурачит. Что узрела ее упоение смертью сестры. Я молю тебя. Не вынуждай. Мэри полна Умолчишь о сожалений. подозрениях, и за это поплатится весь город. Никто не огражден от ее зловредных выдумок. Хорошо. Коли суд услышит, я выскажусь. То есть до этого суд не слышал мнения вице-губернатора и судьи, им было похер. На мне чары. Это не чары. Как иначе объяснить твое явление? Не могу объяснить, но дело в другом. Она призвала тебя на защиту, дабы принудить меня к молчанию? Лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием. Я не демон, но мы похожи, и это чертовски странно, согласен. Да, перебор, когда два губастых рыжих клоуна на 1 квадратный метр, это перебор, реально. Чего тебе надобно? Это Я хочу происки узнать, дьявола. что ты скажешь в суде. О Мэри. Я решился говорить в суде. Но ныне не уверен. Расскажи, что она сделала. Скептицизм. Девочка жертва. Сомневаюсь, что казнить девочку правильно. Наверное, у нее травма. Она жертва, как и все остальные. Литл Хоуп не тот, каким был прежде. Диковинные происшествия стали обыденностью. Вы, кем бы вы ни были, лишь одно из них. Поведав правду о Мэри, я спасаю друга. Но как же тяжело от осознания, что тем я выношу приговор ребенку. Нельзя вешать все на ребенка. Уверен, за всем этим стоит священник. Преподобный Карвер, человек Господа. В том нет сомнений. Нет, ни хрена. Надо против преподобного топить. Это он людей убивает, а не девочка. Девочка только падает на землю и трясется, с куклами играет. И всех казнит священник. Надо смотреть Я уже не знаю, что между строк. Все так запутанно. Ну что, О, удалось разобраться с Мэри? Нет, даже не видели ее. Черт. а где он был, блядь? Что они как-то все потихоньку подтягиваются, вроде вместе шли. Мы видим события, которые произошли сотни Как лет ты? назад. Не очень. Демоны из прошлого? Не знаю, сколько еще я смогу выдержать. Вот чего я не ожидала, это стать частью команды. Мне нравится. Черепашки ниндзя, блядь. Размышления, я и сам кое-что понял. Осторожность, ночь еще не закончилась. Как в Южном парке. Сегодня мы кое-что поняли. Да, в точку. Я и сам кое-что сегодня понял. Тейлор понравилось. Жаль, нужны были ведьмы и призраки. Нам бы здорово пригодился этот... Как его... Паладин. Воин света. Охренеть! Не знал, что ты в теме ролевок. Ты обо мне многого не знаешь. Она Я мужик. еще удивлю. Увидишь. Ну да. Если не рассмотрел кадык, Пора двигаться. она его еще удивит. Дэниел! Вот здесь ее можно потерять.
Причем потерять можно только Тейлор. Тейлор? Где ты? Тейлор! Нет, за звуками. Движением там олень пробежал. Тейлор! Это ты? Вообще надо было бежать по запаху. Запаху дерьма. Держись! Ни в коем случае! Не отпускай! Героизм. Нет, подожди, страх, помоги. Это она же должна орать. Я не отпущу! Перекуси язык, да и все. Дать ей в рожу. Опять дать ей в бороду. Все, отбились. Нормально. Тут куснула, там легнула и нормально пойдет. Так, вот теперь внимательно. А то опять драка будет. Оп-оп. Чик-чик. Нормально. Главное, чтобы она ногтем своим противным ей по голове не царапнула, а так нормально было. Было бы самое мерзкое в этой игре. Надо двигаться. Бесят ее мне ногти этого монстра. Все, спасли ее, короче. Но она еще может дальше чуть подохнуть. Пойдем туда. Выйдем, наконец, из проклятого леса, а по пути все обсудим. Они сами в этот лес заходят. Вот нахрена? Они вообще собирались идти вдоль города и искать там какой-то телефон, подмогу вызвать и так далее. Полицию там, ну, не суть. А в итоге они больше все в лес уходят и потом жалуются на это. Я не понимаю. Хоть письку никто не дорисовал. Мы опять на центральной дороге. Ура! Что там было с этой тварью? Главное, ей конец. Она не вернется. Надеюсь, ты прав. В смысле, и конец? Она только ее за язык укусила. Мы же ничего не больше не делали, она дальше полетела. Это вопрос времени. Как-то вы слишком негативно настроены. Единственный выход из этого кошмара — остановить Мэри и ее ложь. У вас был шанс обличить Мэри, показать, что она мошенница и лгунья, сделать ее обвиняемой. И что же вы? Да не было у нас особо шансов таких. Неуверенность. Я не хочу обвинять Мэри. А уверенность остановить Мэри может быть недостаточно. Да блин, да, наверное так. Мы не знаем наверняка, что спасемся, если остановим Мэри. Это теория. Да, только теория. Но больше у нас ничего нет. У нас только один шанс, переиграть не получится. Так что я готова сделать все необходимое. Идем. Оглядимся. Я точно был здесь раньше. Фабрика же, да? Заброшенная, которая. Что они тут капусту солят? По-моему, это введение может быть в конце. То есть конкретно персонаж очкарика, вот этого Питера Гриффина, он умирает только от того, что у него ломаются все кости. У нас, по-моему, единственный, кто не подыхает, это Рыжик. Точно, точно. Вспомнил. Мы здесь не пройдем. Надо обойти. Я вижу. Что-то этот чувак как-то на зомби похож. Он больно бледный.
Мэр сообщает о земельной сделке. Эскалация протестов все еще вероятнее. Ну да, это фабрика. Это Байден? Карвер. Карверов мэра. 3 шестерки за наше будущее благополучие. Ура. Ну вон дверь с огромным окном. Кстати, она уже разбита. Что мешает треснуть по нему? Эй! Я И тут они лезут куда-то, блин. Эй! Вот здесь мы с этим мужиком в кепке, да, встречаемся. Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Блин, или еще дальше. С ним мы должны встретиться определенно. Ну же, внутрь! Ну, здесь давно никого не было. Вот мой черед предстать перед судьей. Ужас обуял меня. И я не ведаю, как воспримут мое свидетельство. Дьявол ослепил многих. Они не ведают, что истинно, что ложно. Добром это не обернется. Его слова стремятся исказить истину. Позволь мне быть тому судьей. Авраам и Джозеф союзники в этой лжи. И не далее, чем вчера, ты приговорил Джозефа к смерти. Неужто ныне ты усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со злыми силами. Суд благодарен преподобному. А вот кто судья. Этот азиат. Значит, тот, получается, мужик. Он просто горожанин или он... Ладно. Презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков мой долг, судья. Однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины. А посему нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. Дозволь сказать кратко, судья Вайман. Кратко, преподобный, время не терпит. Мэри явила великое бесстрашие, выступив против зла. Немногим достало бы мужества. Однако в награду за изобличение зловещего шабаша ее хотят опорочить. Ее бесстрашие несомненно. В ее намерении следует увериться. Ее обвиняет никто иной, как назначенный ей опекун. Ясно, что сие дело ему не по силам. Я прошу суд назначить Мэри другой приют. Кто станет опекать ее, преподобный? Я готов взять на себя ответственность за дитя. Если суд так решит. Прежде суд выслушает слова Авраама, и лишь затем решит судьбу девочки. Авраам это вот этот рыжий, который, да? Авраам! Ну да. Что мне делать? А кто он нахрен такой вообще, в принципе, чтобы его суд слушал? Я не понял. Когда бы я выступил против Мэри, но гораздо ли дитя на такое зло? Тяжело, понимаю. Для любого. Мэри просто ребенок. Ну давай, да, топить то, что Мэри просто ребенок. Во всем виноват вот этот Суд священник готов выслушать безумный. твои слова. Говори, юноша. Смелей! Мэри толковала о злых духах, колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в Литл Меня не Хоуп. занимают истории и слухи. К делу, юноша. Мэри терзается. Фантомы измучили ее, иссушили, лишили чистоты душу. Люди твердят, она в сговоре с дьяволом, но нет в том уверенных. И я не из их числа. Дано ли нам познать, что на уме у ребенка? Ты находишь, что я не способен узреть правду? Прошу прощения. Такого я не смел бы сказать. Мое время ценно. Ты и священник ныне достаточно его отняли. Я не все сказал. Я дал тебе довольно времени.
По воле суда Мэри направится под опеку преподобного Карвера. Теперь иди. Ну и нахрен его вызывали тогда, если он ничего не рассказать не успел. Тоже, по сути, практически бесполезная сцена для всего сюжета. Киллерная. Рассказывайте. Вы видели двойника Эндрю? Он сказал судье, что Мэри ни в чем не виновата. Ну, Что она жертва. как и заказывали. Это плохо. Очень плохо. Черт! И что теперь? Волнение. Мы можем изменить историю. Должно. Теперь мы знаем, что можем изменить ход событий. Что думаешь? Это действительно так? Все Допустим. было, как он сказал. Что за хрень? Нам пора. Идемте скорее. Да, они все рассосались-то. За кого играем? Хоть за рыжего? Окей. Да, за рыжего играем. Давай картинки посмотрим. Ну, тут все те же самые персонажи. Говорят об одном. 70-е. Фотоколлектива. Ничто не сравнится с 70-ми. С 70-ми можно сравниться только 80. Должен быть другой выход. Может, на первом? А на 70-е это любимое время бабки вон этой. Время кокса и грибов. Вечная память. Джеймс Кларк. 29-72. Соболезнования друзей и коллег. Джеймс, я не помню этой фамилии. Ладно. Сколько тут всего интересного можно взять. Поцелуйте меня в жопу. Мистеру Винсенту Барнсу, 15 Mayflower Авеню, 7 Little Hope. Ну ладно, в общем, тут адрес, дата. Уважаемый мистер Барнс, тема предупреждения сотруднику. После нашей дисциплинарной беседы я вновь поднимаю вопрос ваших посещаемости и поведения. Руководство постаралось войти в ваше положение и простить повторяющиеся пропуски, учитывая непростые обстоятельства и недавно полученную травму. Однако непрекращающиеся выговоры за пропуски, опоздания и появление в нетрезвом виде вынуждают нас отправить вам официальное письменное предупреждение. Повторение подобного поведения или пропуск работы в течение следующих 12 месяцев приведут к увольнению. Сотрудники Рейвенден должны обладать такими качествами, как трудолюбие, пунктуальность и трезвость. Вы должны подтвердить получение данного письма. Подпишите и верните его в офис в течение 7 дней. Ну вот он и подписал, собственно. Бля, прикольно, я тоже себе хочу такую роспись в паспорте. Все, больше искать тут нечего. О. Я думаю, что нож и пистолет самое это важное, то, что можно в игре найти. Вон вся семейка, которая сгорела. О, нет. Вы посмотрите. О, нет, о, нет. Смотрите, Вы тут не все на фото. Но на фото мы. Мы все. Это слишком. Это, блядь, перебор. Сперва на нас, похоже, кучка стрёмных охотников на ведьм из прошлого. Теперь вот семейка из хитового ужастика 7 и тоже похоже на нас. Так какого хера? Что это значит? Думаешь, они погибли как другие? Не знаю. Мало ли что случилось. Может, мы все видим один кошмар? Ты правда Зачем? хочешь сувенир? Этой ночью? В этом месте? Ну да. Я прихвачу его. Жопку вытереть, если что. Ты говорил, это типа ночной кошмар. Ты так думаешь? Если это мой кошмар, что вы тут делаете? Могу сказать то же самое. Не, почему? Не знаю, что реально. Я думаю, бабка со своей рожей, как основное видение кошмара, должна появляться.
Ну, тут кружечки. Вот, судьи, фотография. А зачем на заводе фотография судьи, который работал, типа, 200 лет назад, или сколько-то? Прочитав письмо капитана, чего? Сэмюэлю Ношель, Юрисон, так, ладно. Прочитав письмо капитана Бонда о событиях в Литл Хоуп и выслушав ходатайство горожан, я спешу выразить свою величайшую обеспокоенность. Учения пастора Карвера отлучились от истинной доктрины и добродетели. Его разум покинул братство святых и уже долгие годы грязнет во грехе. Заботьтесь его деяниями, что отравляют и оскверняют город. Прошу назначить комиссию для рассмотрения таковых деяний прошлого года, в том числе касаемых девочки. Твой слуга Томас Вайман, судья. Ну, то есть это вот как раз говорит о том, то, что священник ёбу дал, Стой. и он, короче, чё? Так кто эти люди на фото? Может, тут время упорото? И на этой фотке реально мы? Священник ёбу дал, и как бы дело-то не в девочке вообще. Хоть она там трижды одержима, убивает всех священник же, по факту. Закрытие фабрики в Литл Хоп, тут не увольнение, ну это ладно. Пла-пла-пла, тут, короче говоря, как всех увольняли и закрывали завод. Больше ничего интересного. Ладно. Ну а ты что думаешь, умник? Мы мертвы? Я так и сказал, Тейлор. Мы нахер мертвы. Чё тут? Комиссия Восточного округа. Закрытие фабрики. Фабрика была закрыта вследствие ликвидации компании. Из-за нескольких несчастных случаев после закрытия вход на территорию фабрики был запрещен. Попытка проникновения на территорию будет расцениваться как преступное нарушение. Все бывшие работники, желающие вернуть личные вещи, могут обращаться по телефону. У нас же поэтому в прологе мужик, который завалило в доме, он же поэтому и бухать и начал то, что его завод закрыли. Ну, блядь, чё он не идет? Вот тут куча мест. Он может пройти. А, там станок мешает какой-то. О, опять этот Правильно символ. сюда лезть. Это личное. Подожди, а где мы этого мужика видели, который на фото? Я совсем забыл, откуда он. В видениях. Ну, в Man of Medan я знаю, что он там пирата играл. Ну, кстати, его спасли же, да. Можете А здесь он, я не помню, что он тут делал. С чем? Чего у него такая рожа криповая? Почему он на зомби похож? Ты Он оттуда? слишком бледный. Я отсюда. Толкаем вместе. Так? Ну, давай! Ого! Оу, черт! Дэниел! По-моему, здесь можно его потерять. Спасите! Черт! Скорее! Бля, вытащить, наверное. Нападать-то особо нечем. Хватайся! Пока вроде все в порядке. Сейчас, если этот Дэниел отпустит палку рыжий, как по зубам получит. Прям торцом трубки. У него губы тогда еще больше станут. Надо выбираться отсюда. Давай, побуждение. Бежим!
Прям в сиську ему. Дэниел, ты еще внизу? Дэниел? Ну отзовись! Ну, в прошлый раз у меня примерно так и было. Тоже получалось удрать. Наверное, именно здесь он может погибнуть просто, если ты проиграешь все эти моменты. Ну, сыграешь неправильно, короче. Но по-прежнему они все могут подохнуть в конце. Эй, это вы? Эндрю! А вон наверху кто-то стоит. А, вон девчонка. Что-то я этого Стори Тейлора не заметил ни разу. Эй! А он по-любому тут должен быть. Он во всех историях. Блестяшка. Иди сюда. Адвокатское бюро, бла-бла-бла. Фрэнк Маккарти, получатель. Уважаемый господин Маккарти, после нашего разговора на прошлой неделе до меня дошли известия, что неразборчиво консорциуму не удалось собрать средства, необходимые для заключения сделки с семьей Карвер на покупку чего-то там земельной собственности, окружающей фабрику. Понимаю, что ваши переговоры с семьей неразборчиво вращались вокруг того, чтобы сохранить рабочие места. Аккуратненько так записку эту положил. Как будто она разобьется. Мне это надоело. Где вы там ходите? Вот же урод. Капкан сработал, что ли? Ну, по крайней мере, щелкнуло как капкан. Дэниел? Ты где там? Эндрю! Эй! Ребята! Я наверху! Рыжий должен быть со всеми вместе. Не только я теперь похожа на мокрую курицу. А почему не показали, как они с церкви, ой, с фабрики выходят? Но рожа у него определенно бледная. Боже мой, я так боялась. От меня не отделаешься. Это у нас вроде бабка приползла. Кто-нибудь из вас видел Мэри? Я нет. Подожди, сюжетно вот туда надо. Вон девчонка где стоит, туда надо идти. Тачку сейчас осмотрим. Чик. Секрет найден. Тоже мне секрет. Ну, хватай, хватай. Оп. Рожденный в аду. На свободе. Далековато. Вчера господин Кларк покинул полицейский участок Литл Хоп. Дело о страшном пожаре в доме семьи Кларк закрыто. Это вот то, что в прологе было. На глазах свидетелей Энтони Кларк, единственный выживший в огне, отпущен полицией. Четверг, полдень. Бедный мальчик. Наверняка он сейчас словно в аду. Высказался один из наблюдателей. Корреспондент Херальд обратился к господину Кларку за комментарием, однако он не... Троеточие. Обвинили Кларка, обнаруженного на месте происшествия с коробком спичек в руках в поджоге. Когда Кларк выходил из здания полицейского участка Литл Хоп, было слышно, как некоторые прохожие, видимо, кричали «Гори в аду». Блин, ну я не знаю, если вы рядом с пожаром видите мужика со спичками, ну, пацана со спичками, это же не значит, то, что это именно он поджег. Там кто-то двигался.
Может, он закурить решил. Ну, типа, видит то, что уже дом не спасти. Дай, думаю, покурю, что ли. Хотя бы на фоне горящего дома. Хотя он мог бы от дома прикуриться, правильно? Будьте начеку. Мало ли что. Действительно. Ни единой душе не спастись в Литл Хоуп. Вот, наконец-то. Ты должен умереть. Даже жене своей ты передал страсть к служению сатане. Можешь проклясть меня, но жену мою покойную порочить не смей! Ты не смирился. Я должен изгнать дьявола, дабы спасти город. Нет спасения! Джозеф, отрик... Странная такая казнь, на мужика положить доску и на нее камней наложить сверху. Они до этого, как бы, я не знаю, больше фантазии, что ли, проявляли, типа бабку цепями замотать, повесить там кого-то, сжечь. А тут взяли, на доску камней наложили. Зачем? А если он не раздавится? Нет на мне греха. Я не адепт дьявола. Город осквернен безумием, принесенным слугой сатаны. Мэри! Надо помешать им. Я не знаю. Помочь напасть на Мэри, давай. Изыди! А ну отдай! Вот! Узрите, как бедное дитя страдает! Она поныне в сатанинских объятиях Джозефа! Больше камней! Сокрушим дьявола внутри его! Ну, типа, может, постоянно тут на девку нападали, пускай так будет. Не медлите! Участь Литл Хоуп в ваших руках! Наверное, это неправильно. Опять, наверное, все подохнут. Что случилось? Скажите. У нас мало времени. Для чего? О, опять драка сейчас будет. Я устал бегать. Свихнулись? Надо валить! Заверение, скорее. Джон, скорее! Давай, урод, я готов! А что, не попался? Вроде попал. Анджела! Нравится, гондон? Помочь? Конечно, помочь.
А зачем прям в дом-то бежать? Кстати, это тот самый дом, где пожар был. В прологе. Ну-ка, прыгни в голову. А пистолетом он так и не пользовался. Мог бы выстрелить. Не тормозите! Бежим! Страх, помогите. Эндрю, вы нужны мне. Да-да-да, все вместе. Никто не это... Не расходится. А что все стоят, не помогает? Жопошники. Стойте. Все, тишина. Он исчез? Я его больше не вижу. Нам надо найти выход, пока эта тварь не нашла вход. Похоже, тут был пожар. Но нужно найти выход, чтобы эта тварь не нашла вход. Здесь что-то не так. Подумаешь, тут везде все не так. Анджела, разрушенный дом. Ну, тут, в принципе, вот сейчас начинается кульминация сюжета. Давай сейчас на перерыв сходим и продолжим. Сейчас я подойду. Так, давай. До конца недолго уже стало. Последнее видение примерно. Это вообще другая история.
The House of Ashes. Как это повлияло, то, что курс изменен, то, что девочка просто посмотрела в этот на нас из-за угла. Тебе стоит это увидеть. Я знаю, за кого вышла, и это не Джон. Чушь какая-то. Не может быть. Ну, подумаешь, эти двойники спустя лет 30. Так, эту штуку я там смотрел. Здесь вроде тоже все, значит сюда. Ниже. Современное руководство по успешному воспитанию. Это все? О. Родители, недовольные собственным воспитанием, могут перестараться с его компенсацией. Они могут не хотеть, чтобы их дети чувствовали по отношению к ним то же, что и они к своим родителям. Они жаждут дружбы со своим потомством, поэтому родители верят теориям, которые побуждают решать все конфликты при помощи любви. Это приводит к убеждению, что когда их дети плохо себя ведут, они должны не сердиться или наказывать их, а вместо этого лишь еще сильнее проявлять свою любовь. Подобное балование ребенка может иметь серьезные последствия. Дети становятся требовательными и непослушными. Родители подавляют злость, вызванную поведением их ребенка, но рано или поздно взрываются, пугая и сбивая его с толку. Родители чувствуют себя виноватыми и не знают, что делать, запуская новый цикл плохого поведения. Проблема заключается в родителях, которые пытаются проявлять терпение, когда на это не осталось никаких сил, и ребенка следует наказать. Они нерешительны и слабовольны там, где требуется твердость. Если не наказывать ребенка, его поведение будет ухудшаться до тех пор, пока родители попросту не потеряют контроль над собой. Всплеск эмоций может решить проблему временно, но главная опасность заключается в том, что происходит после. Родители, которые чувствуют стыд, забывают дать ребенку время перенести свое наказание. Вместо этого они пытаются отменить его, смягчая последствия. Дисциплина требует последовательности. Оба родителя должны вместе противостоять непослушному ребенку и доводить наказание до конца. Если один из родителей даст слабину в дисциплине из-за лени или чувства вины, избалованный ребенок может использовать это в своих интересах. Установка границ. Родители должны устанавливать границы, поскольку ребенок на самом деле предпочитает, чтобы его родители были твердыми при условии, что они также справедливы. Это важная подготовка к общению с другими людьми. Без этого ребенок верит, что весь мир будет потакать его требованиям и истерикам. Такие избалованные дети часто бывают шокированы реальным миром и не могут вынести ситуации, когда их капризные никому не интересы. Им приходится выбирать между отсутствием друзей либо непростым обучением тому, как общаться с другими людьми. Очень познавательно. А вот и бабуля. Какая у нее жопка сексапильная. Че, надо валить отсюда? Там, где девочка поднималась наверх, нам туда вроде. Но сначала давай заглянем. О, опять это колесо. Подожди, мы что? Либо это колесо висит везде в этом городе. Либо мы просто по кругу ходим. Да, блин. О. Вторая прилетела. Вот сюда, по-моему. Надо за девочкой туда идти, где она поднималась. Здесь копье, да, по-моему. Ничего не происходит. Ладно, выходим. А, ну.
Она должна посмотреть на окно, а потом отойти от него. И тогда сработает эта сцена. Чик. Рисунок нашли. Секрет есть. Это ключик, который у девки был в руках, когда она мамашу в этом заперла. Письмо преподобного Карлсона, сентябрь 71. Преподобный Леонид Карлсон, церковь Святого Давида, 9 сентября 71. Дорогая Анна, спасибо за твое письмо о Меган. Понимаю твое беспокойство и хочу уверить тебя, что строптивое поведение твоей дочери отнюдь не редкость. Я уже помогал родителям с похожими проблемами и с радостью предоставлю Меган нравственный ориентир. Послание к евреям, что-то там 12 стих 11 говорится... Глава 12, наверное, стих 11, говорится, всякое наказание в настоящее время кажется не редкостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Подойди ко мне после службы в воскресенье, и мы подберем время для личных наставлений. Ясно, понятно. Давай, 4-го демона видим и поднимаемся наверх. Тут с копьями. Угу. Чтобы отсюда наверх подняться, это надо вот сюда идти. Тут ничего такого. Отсюда можно вот так выбраться. Это типа задняя дверь. Закрыта. Но она определенно наверх. Куда еще-то? Что еще? Слышишь? Да. Это девочка. Надо найти ее. Но сцены с мужиком этим и пистолетом, ну, с мужиком, у которого скрипучий велосипед, и пистолетом вообще не было. А должна быть. В оригинале была. Она здесь. Стой тут. Годзилла, разуй глаза, тут же пластинки. Эндрю? Что ты делаешь? Отпусти, Эндрю! Неведомая сила вновь свела нас вместе. И меня переполняет ужас. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью Божией Литл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд был спешно созван, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла, пропитавшего Литл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты дитятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так! Лжец! Сие порочное дитя, порождение сатаны, ныне смеет обвинить меня, слугу Божьего, в злодействе! Они с ума посходили, не слушая девчонку. Презрение.
Эти люди с ума посходили. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Ну вот. Ты мне поможешь? Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в час великой нужды сие не знаю, проклятое как. дитя вновь взывает к дьяволу Стойте. о помощи. Я молю суд выслушать. Мне нужно наставление. Наставь меня на путь. Надо помешать им. Этот суд какой-то чудовищный фарс. Карвер, вот кто злодей. Мы поддались на его уловки. Узреть истину сумела лишь Мэри. Преподобный Карвер, тот, кто призывает нас верить в дьявола. Молчи. Во всем повинен Тебе не он. обмануть нас более. Твой умысел ясен, как день. Я узрю сей город очищенным от зла. Виноват Карвер. Он прав? Послушай его. Во всем виноват Карвер. Что сделать, дабы воротить Литл Хоуп к свету? Преподобный вселяет в меня страх. Останови Карвера. Это все он, не видишь? Он обвиняет Мэри, чтобы его не трогали. Я знаю, что должно делать. Надо казнить священника. Что здесь за бесчинство? Что он такого нашептал судье на ухо? То, что он мне поведал, вызывает дурноту. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Ну вот, пожалуйста, у него вся Библия исписана какими-то символами. Как способен слуга Божий сотворить такое? Мэри, твои мучения кончены. Можешь идти. Глупцы. Обманутый детем. Разве не видите, кто она? Истина пялится на вас из адской бездны, но вы слепы. Дочь дьявола надурила всех вас. Не меня. Я вижу ее. Вижу ее! Шлюха сатаны! Ты отплатишь за злодейство! Я в числе первых пал под твои чары! Ныне весь город одурманен тобой! Не найду слов. Без тебя я была бы мертва. Ты спас меня. Отныне я тебя не забуду. Что-то курс изменен, постоянно пишут. Не верю, что все закончилось. Ты защитил ребенка и был прав насчет священника. Это он настоящий злодей. Пойдем отсюда. Что произошло? Видели ее, Мэри? Думаю, кошмар наконец подошел к концу. Сейчас остальные не выходят. Я что, двоих не спас? Походу, да. Блин, а как спасти-то? Да.
По сути, я спас только бабку одну. А что я такого за бабку сделал, что это спасло ее, но не спасло других? А, нет, еще не бабку. Пацана молодого. Как его? Джон? Половину не спас. Я не знаю, как их спасать, короче. С чем это связано, тоже непонятно. Ну, типа, из-за какой ситуации они умирают. Эй! Мне жаль. Знаю, ты не виноват. Нам обоим пришлось несладко в последние годы. В полумиле отсюда есть закусочная с рабочим телефоном. Вызови помощь и уезжай отсюда. И не возвращайся. Тебе тут нечего делать. А если будет расклад с пистолетом, ты если на него наставишь, тогда он полицию вызовет. Тебя заберут. Как психа. Из-за меня вам столько пришлось вынести. Только пришлось вынести. Это со мной до конца. Ты здесь не один. Не надо себя Мы все винить. прошли через Ты же ад. знаешь, да? Мы выбрались из этой дыры. Ну, по факту, это и есть водитель, это тот самый пацан, который пережил пожар. Только Окей. жаль, что не все выжили. Да, обидно, что не получилось девчонку и профессора спасти. Не знаю, Мы как их направляем спасать. всех через Литл Хоуп. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Которых нет. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Можете все заткнуться! Так мы не найдем помощь и не выберемся. Кстати, прежде чем стать водителем автобуса, его на вменяемость-то проверяли вообще врачи, чтобы выдать права? Там же типа должно быть написано, что он немножко тронутый. Хоть где-то зафиксироваться должна информация быть. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Тут поможет выпивка. Он мне не предлагал это делать. Нужно мыслить ясно. Мне автоматом засчитали, что я отказался. А тут дырки были. Да что за хрень там творится? Убирайтесь отсюда!
Уйду, когда гляну тебе в глаза! Не было такого диалога. Не было такого диалога. Эй! Вот это было. Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Ну, при первом прохождении я, по-моему, вообще никого не спас, и вообще меня, по-моему, в дурку увезли. Или полиция забрала, что-то такое. Ну ладно, как есть. Как девчонка, вроде все нормально отыгрывал. Как девчонка с профессором по стене, я не знаю. Даже непонятно, какие события к этому ведут. Ну все, конец. Свободны. Но вы можете попробовать еще раз, постараться добиться большего. Вот в чем сложность с демонами. Если их не упокоить, они с вами навеки. Что ж, неплохо. Кто-то спасся, кто-то погиб. Все из-за вас. И вы в итоге нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить прошлым. До новой встречи. Возможно, в Тихом океане или Арабской пустыне, или где-то еще. Но мы встретимся вновь. Один раз точно. Ну, еще 2 раза как минимум. Пропустить можно? Блин, мне аж интересно стало, как же все-таки можно спасти девчонку и профессора. Сейчас после стрима гляну чисто для себя. На что влияет событие? А, так это этот, как вот, тот же самый саундтрек, который играл в начале, только теперь в стиле кантри какого-то. Вот, сторитейлера зовут Пип Торренс. Ладно, это нельзя пропустить. Ну, в принципе, что, финал, титры, все как есть. Тут максимум только после титров могут показать, что будет типа в следующей части. А мы на этом будем закругляться. Вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока. А чё, как выключить?